sometimes even vice versa. And then, where is the happiness? What is the happiness? По-русски. Сократ сказал: избери себе друга, ты не можешь быть счастлив один. Счастье, дело рук твоих. Любимый друг, оставил тело, есть острое чувство одиночества. Преданное служение от одиночества не избавляет, а дело даже наоборот. В чем же счастье? So, first of all, Krishna states in Gita that he is Surita Sarvabhutanam, the friend of every living entity. Прежде всего, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он является Суридам Сарвабхутанам, лучшим другом всех живых существ. It's not surprising that people die. И нет ничего удивительного в том, что люди умирают. What this note didn't say whether they committed suicide or they died a natural death. Вот здесь не упомянуто, то ли он умер естественной смертью, то ли он совершил самоубийство. Either way, Ну, как бы то ни было, death is part of life. Смерть это часть жизни. People have taken birth. Gita says that for one who has taken birth, death is certain. For one who is dead, birth is certain. И в Гите говорится, для тех, кто родился, тот, кто родился, обязательно умрет, а кто умер, обязательно снова родится. So it's just part of life, Таким образом, смерть это неотъемлемая часть жизни. We have to accept it. И нам приходится это принимать. It may be difficult to accept it, but we're forced to accept it. Возможно, это трудно сделать, но мы вынуждены. Nonetheless, we have to try to. Devotional service means to accept the Supreme Personality of Godhead as your friend and shelter. Тем не менее, преданное служение означает, что мы должны принять Верховного Господа в качестве своего друга и прибежища. And actually, although we may have many material friends in this world, Хотя у нас может быть много друзей в этом материальном мире, the Supreme Personality of Godhead is better than all of them. но Верховная Личность Бога лучше их всех. And everybody basically, we may miss our friends, but basically people just tolerate our existence. Ну, мы можем скучать по своим друзьям, но в общем случае люди просто терпят наше существование. And although they remain good friends, but actually basically they're just tolerating us. И хотя они являются нашими лучшими друзьями, но на самом деле они просто терпят нас. One person mentioned, Один человек сказал, when things are going good, they're not your friends. когда все идет хорошо, они не твои друзья. But when things are going bad and people are abandoning you and people are still staying by you, they're your friends. Но если они остаются с вами, когда у вас проблемы, тогда они действительно являются вашими друзьями. So basically that's, we accept friends, other people who help us to understand Krishna. They're our real friends. И нашими настоящими друзьями являются те, кто помогают нам обрести Кришну. Material friends, their opinion is valued, but not in the same way as a devotee is. Безусловно, мнение наших материальных друзей тоже обладает определенной ценностью, но не такой большой, как помощь преданных. Some people think that if somebody has a friend who flatters you, then they're a friend. Некоторые думают, что те, кто им как-то льстят, те являются их друзьями. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was famous as saying that he who flatters me is my enemy and he who is my constructive critic is my best friend. И есть известное высказывание Бхактисиddhanta Сарасвати, что тот, кто льстит мне и хвалит меня, он является моим врагом, а тот, кто меня по делу ругает, тот мой лучший друг. So every single person has idiosyncrasies or depression. И у каждого человека есть периоды уныния. So Krishna is situated within the heart of everybody and he sees that very clearly. И Кришна, пребывая в сердце каждого, отчетливо это видит. So if we have depression or if we have
idiosyncrasies. Krishna understands all that. Idiosyncrasies. Idiosyncrasies means strange behavior. A little weird, you know. Если на нас нападает тоска или нас на что-то тянет непонятное, то Кришна это все понимает. And Krishna can tolerate even the cockroach, so he can tolerate me. Если уж Кришна может терпеть свое пребывание в сердце таракана, то уж меня он точно потерпит. Krishna is kind to every living entity as his parts and parcels. So Krishna tolerates everybody. So it's amazing that he tolerates us. И все живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны, и он терпит их всех. И это удивительно, он терпит нас. If somebody hasn't accepted the Paramatma as the best friend, Если кто-то не принимает Параматму как своего лучшего друга, Bhagavad Gita chapter 6 verse 6 mentions that for one who can hear Paramatma Samahita Sitoshna Sukadukeshu Tata Mana Pumanayo, for one who has attained transcendental knowledge, the Paramatma is already reached. Тот в 6 стихе 6 главы Бхагавад-гиты говорит, что тот, кто обрел трансцендентное знание, он уже постиг Параматму. And Sitoshna Sukadukeshu Samatsanga Vivarjita. Such a person considers happiness and distress to be equal. Такой человек одинаково воспринимает, что счастье, что несчастье. And actually, we may sometimes see people talking to themselves and think, that's weird. Но вот мы можем видеть, как иногда человек говорит сам с собой, и мы думаем, что-то с ним не то. But Vaishnavas and Vaishnavis of substance can talk to Paramatma all the time. Но Вайшнава и Вайшнави, по-настоящему Вайшнава и Вайшнави, они могут постоянно разговаривать с Параматмой. So it's not a special thing. То есть это не что-то особенное. It's the nature of the Supreme Personality of God to give himself to his devotee. И это такова природа Верховной Личности Бога, что она отдает себя своим преданным. It doesn't matter, you're worshipping, Panchatattva, you're worshipping Gaurnitai, you're worshipping Jagannath, Radhakrishna, Nrsingadev, Giriraj, Shalagram, it doesn't matter. И не имеет значения, кому поклоняюсь, Панчататтве, Шлаграму, Радха Кришне, Нрисимхадеву, Джагадаладеву, Субхадре. I got a letter that Gaurnitai was talking to my disciple. And so the superior of my disciples thought, that disciple's not advanced enough for Krishna to talk to him. И я получил письмо, что одна моя ученица, с ней говорят Шиши Горнитая, и старшие преданные, они говорят, что на самом деле они не настолько возвышены, чтобы божества с ней говорили. But I thought, it's the nature of the Supreme Lord to talk to every devotee. It doesn't mean that you have to be an advanced devotee before Krishna will talk with them. Но я подумал, что на самом деле Кришна может разговаривать с кем угодно, и совсем не обязательно, чтобы человек был продвинутым преданным. Although it helps. Хотя, вот... It helps if you're advanced. Хотя, если человек является продвинутым преданным, у него больше шансов. Advanced means you're surrendered to Krishna. You're ready to serve Krishna. You're chanting with love. Продвинутый означает, что человек предался Кришне, он воспевает святые имена Кришны с любовью. But basically, Krishna is trying to steal the love of everybody. So even if a devotee is not very advanced, Krishna will talk with them to encourage them anyway. Но Кришна, он пытается вдохновить каждого, даже если человек не очень продвинут, то он вдохновляет его, чтобы тот развивался. Krishna is not interested in what you give him. Кришна не очень интересует, что вы ему даете. He wants what's behind your back. Он хочет то, что вы прячете у себя за спиной. But he's a transcendental thief. He's very crafty, very smart. Но он трансцендентный вор. Он очень искусен, очень умен. So he says, thank you very much. Can you give a little more? Вы ему даете что-то, он говорит, большое спасибо, а еще? And you think, how can I give him more? И вы думаете, а что еще-то давать? So you figure it out and you try to give him more. И вот вы так что-то так насоображали и даете ему еще что-то. And then he says, thank you very much. Can you give a little more? И он говорит, спасибо большое, а еще? Боже мой, что еще-то? And then you look in your heart, you ask your Guru Janam, it's quality, not quantity.
И вот вы заглядываете себе в сердце, вы спрашиваете своих гуру-джан, и вы вдруг понимаете, о, речь идет о качестве, а не количестве. So you give a little more. И вот вы даете еще. And Krishna says, thank you very much. Can you give a little more? И Кришна говорит, спасибо большое, а еще? And then you wonder, will Krishna ever be satisfied? И вы так начинаете задумываться, а вообще он когда-нибудь бывает доволен? So Krishna will come in the heart and tell, I'll be satisfied if you do give, if you give me this. И тогда Кришна приходит в сердце, да, я буду доволен, если ты мне дашь вот это. And you have to look at Guru and Sadhu and Shastra to see if that's a correct analysis. Вот, и вы обращаетесь к гуру, садху и шастрам, чтобы определить, правильно ли вы воспринимаете. And this is how you differentiate between what appears to be instructions from Paramatma and what appears to be the mind. И таким образом вы можете различать, что вам говорит ваш ум, а что говорит Параматма. In this way, devotee discriminates. Таким образом, преданные могут различать. So actually, Krishna becomes a much better friend than even the friend that you lost before. И таким образом Кришна становится гораздо лучшим другом, нежели тот друг, которого вы потеряли. Now, if we say that I'm lamenting due to the separation from my friend and my devotional service is not mitigating that separation, Но если вы говорите, что вот я страдаю от этой разлуки, чувства одиночества, и преданное служение не помогает, не облегчает мое страдание. because Bhagavad Gita says, Guru napi dukkena na vichalyate, even the greatest suffering can be mitigated by devotional service. В Бхагавад-гите говорится, что даже небольшой прогресс в духовной жизни избавляет человека от больших опасностей и страданий. Whatever you got is nothing. Те страдания, которые у вас сейчас есть, это просто ничто. After all, it could be worse. Потому что все могло быть гораздо хуже. Karmadi nirtahati kintu cha bhakti bhajan. Devotional service reduces the sentence. И преданное служение, оно смягчает приговор. So if you were not a devotee, wow, they would really lament. Вот если бы вы не были преданной, вот вас бы так скрутило. So it's like that. It could be worse. Другими словами, если бы вы не занимались преданным служением, все было бы гораздо хуже. So that's one way of looking at it. Вот так нужно смотреть на эту The other way ситуацию. of looking at it is that maybe I'm not doing devotional service enough. If I would do it, then Krishna would reciprocate more, and I would not feel this separation. А еще один способ это считать, что я недостаточно совершаю преданное служение. Если бы я совершал больше служения, тогда бы Кришна отвечал бы мне взаимностью гораздо сильнее. Another way of looking at it is that let me do devotional service to please that departed friend. А еще можно решить совершать преданное служение, чтобы помочь этому своему ушедшему другу. So the idea of it is that what would my departed friend want me to do in this situation? Нужно подумать, что бы хотел от меня мой ушедший друг в этой ситуации. So basically, you are going forward. You're not going to remain in a shell in the past years. You are going to go forward. Другими словами, вам нужно двигаться вперед, а не хранить себя в скорлупе прошлого. That is important, to Это go важно. forward, Идти вперед, to not remain steadfast in the past. а не цепляться за прошлое. We should go forward. Мы должны идти вперед. And that is a proper way to remember a departed devotee or departed friend. И это самый лучший способ помнить о ушедшем преданном или об ушедшем друге. And the same thing with Krishna as the Supreme Personality of Godhead, as the supreme friend of everybody. Тоже относится к Кришне, к Верховной Личности Бога, который является высшим другом всех живых существ. Whatever you give Krishna, it's not enough. He's going to ask you to give a little more. Чего бы вы ни дали Кришне, ему все недостаточно, он будет вас просить все больше и больше. And that's why I joke that everybody can increase. Поэтому, как я всегда шучу, что каждому есть куда расти. It doesn't matter who you are. You could do it a little better than you did it. И кем бы вы ни были, у вас всегда есть возможность улучшить свою практику. So when you're worshiping the deities, that's what they tell you in the heart. Now, stupid, you should do this. Now. Если вы поклоняетесь божествам, то они приходят вам в сердце и говорят, ну ты, дурень, надо так делать.
And actually, that is their friendship. И на самом деле это They друг. know exactly what you're doing, what's distracting you, and what you can do, and what you can give. Вот он знает точно, что ты можешь сделать и что ты можешь дать. That's interesting. And they wouldn't keep telling you unless they think it is doable. И они не будут вас просить делать что-либо, если они считают, что для вас это невыполнимо. And if you ask them, hey, I'm having trouble doing it, then they'll point their finger and say, you're at fault. Но вот если вы скажете, ну я же не могу этого сделать, они скажут, нет, это потому что, да, ты виноват. Mm-hmm. And they're aloof, but at the same time, if you ask them, they'll tell you exactly where the fault is. The fault lies with our conditioned nature. И с одной стороны, они отстранены, с другой стороны, если вы к ним обращаетесь, то они вам укажут, в чем наша вина или в чем наш недостаток. Он заключается в нашей обусловленной природе. So a friend does that in the material world also, but the Supreme Lord does it a lot better. Друг в материальном мире делает нам, то есть поступая с нами так же, но Верховная Личность Бога делает это гораздо лучше. But what's nice about him is that they don't die. И что хорошо about The Supreme Personality of God doesn't die. they don't die. И что хорошо относительно Бога, что он никогда не умирает. In any relationship, see Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 4 verse 19 says, whichever relationship my devotee worships me, I reciprocate it accordingly. That is my nature. Иван Лилия 4:19, 4:19. Adi Lila chapter 4 Один. verse 19. В Ади Лиле, 4 главе, 19 стихе, Господь говорит, что какие бы отношения со мной не велело живое существо, я отвечаю ему соответствующим образом. So that is the nature of the Supreme Lord. Такова природа Верховного Господа. So Prabhupada says, if you worship him as a lover, then he'll be the best lover. И Шилпад говорит, что если вы поклоняетесь ему как возлюбленному, то он будет лучшим возлюбленным. If you worship him as a parent, takes care of the child, then the child will never die. Если вы поклоняетесь ему как родители, то есть вы заботитесь о нем, то этот ребенок никогда не умрет. The parents always want the child to live forever, live very nicely and healthy. And so Prabhupada said, if you accept Krishna as his child, then he'll always be healthy and he will never die. И Шилпад говорит, что родители всегда хотят, чтобы ребенок жил долго, был здоровым и счастливым. Он говорит, что если вы принимаете Кришну как своего сына, своего ребенка, он всегда будет счастлив, жив и здоров. January 11, 2012 in Gomel, question and answer session. So basically, if you suppose you want Krishna as friend, then he'll always be your best friend. Допустим, вы хотите, чтобы установить отношения с Кришной как с другом, тогда он будет вашим лучшим другом. Even though Rupa Goswami says to get friendship with the Supreme Lord is very, very difficult. Хотя Рупа Госвами говорит, что очень сложно стать другом Верховной Личности Бога. If that's what you want it anyway. It's difficult to get it, but you want it anyway. Но для вас это не имеет значения. Пусть это и сложно, но я стану другом Господа. I always say that you may call Krishna friend, but will Krishna call you friend? That's another thing. Вот, как я всегда говорю, вы можете называть Кришну другом, но называет ли Кришна вас другом, это совсем другое дело. We have to really become highly qualified. Для этого мы должны обладать очень-очень высокими качествами. When I was worshiping the deities, we're hugging the deities and we're saying, Когда я поклоняюсь божествам, я обнимаю их и говорю, the devotee gets pleasure hugging the Supreme Lord, but does the Supreme Lord get pleasure hugging the devotee? You know, that's a difference. You know, is he hugging him out of duty or is he hugging him out of real affection? You know. И когда я обнимаю божества, я думаю, что преданный получает большое удовольствие, когда он обнимает Кришну, да, но получает ли удовольствие Кришна, обнимает ли Господь нас, и обнимает ли он это из долга, или обнимает из привязанности и любви.
See, Krishna is responsive because we were offered by the spiritual master to Krishna, therefore Krishna is responsible to help us. И Кришна отвечает нам, потому что духовный учитель предложил нас, поднес нас к Кришне, и поэтому Кришна чувствует ответственность за нас. So Krishna is dutiful. It doesn't mean he really likes it. И Кришна, он очень ответственный, но это совсем не означает, что ему это нравится. It means we have to become really, really, really good servants in order for him to really like us. И это значит, что мы действительно по-настоящему должны стать хорошими слугами, чтобы понравиться ему. And if you become a servant of Krishna, Если вы стали слугой Кришны, then Krishna becomes the best master and he will always appreciate the servant. тогда он станет самым лучшим господином, всегда будет ценить, будет благодарным за ваше служение. So Krishna is the best person in all relationships. Поэтому в любых отношениях Кришна является лучшим другом. In the material world it cannot match. Материальный мир не может сравниться с этим. Because any relationship we hold near and dear in the material world is a perverted reflection of our eternal relationship with Krishna. Поскольку любые отношения в этом материальном мире, которые нам дороги, являются искаженными отношениями с Кришной в духовном мире. We need more questions. Вы удовлетворены ответом на вопрос? Krishna is the best friend. Кришна лучший друг. He said, Surida Sarvabhutanam. He means that. I'm the best friend of every living entity. И он говорит Сухидау Сарвабхутанам, что означает, что я являюсь лучшим другом всех живых существ. Okay.